Всем привет! Вы на канале Кухня Эвелин. И сегодня мы приготовим вкуснейшее блюдо, без которого не проходят ни одни шашлыки. Называется он теплый салат и готовится всего из двух ингредиентов. Это древнейшее блюдо армянской кухни. Такой салат подавали нам как добавку к шашлыку в армянском ресторане. И, естественно, самые душевные повара с радостью поделились своим уникальным рецептом, который вы обязательно должны попробовать хоть раз в своей Давайте жизни. пробовать. Ну что, давайте приготовим вкуснейший теплый салат с дымком и хорошенько отдохнем в последние дни лета. В первую очередь выезжаем на природу и разводим костер. Дров закладываем побольше, чтобы нам хватило и на шашлыки, и на овощи. И первым делом, конечно же, жарим шашлык. У меня это свиная корейка на ребре 2 килограмма. Для маринада я использовала мед, соевый соус, соль по вкусу, чеснок и французская горчица. Жарим пока не пожарим, а в перерывах купаемся в речке. И вот, наконец-то, шашлык готов, можно приступать к салату. Итак, начнем приготовление. После того, как вы уже пожарили шашлыки, Убедитесь, что жара в углях еще хватает для приготовления овощей. и дальше нам понадобится очень много баклажанов и помидорчиков. Салат будет фактически из двух ингредиентов. Только баклажаны мы берем немножечко меньше, чем помидор. Должны они как бы обволакиваться в таком помидорном соусе. Берем баклажаны. Я буду примерно брать 2 килограмма. И нам нужно, чтобы они не взорвались от температуры, их проколоть. Можно зубочисткой, ножом, вилкой, что у вас есть. Вот таким вот образом по всему периметру. Вот так. И так каждый баклажан. Выкладываем на решетку баклажаны. Если будете готовить салата немного, тогда выкладывайте на решетку половину баклажанов, а половину помидоров. Я буду делать много, поэтому одну решетку сделаю баклажанов, а вторая будет помидоры. И жарим или пропекаем баклажаны на мангале до мягкости. Когда прижарились с одной стороны, переворачиваем на другую. И самое главное, не забудьте их пробить. Обжариваем с каждой стороны по 10-15 минут до мягкости. Благодаря проколам в баклажанах они не взорвутся и пропекутся намного быстрее. Так, прошло 15 минут. Можно переворачивать. Видите, как они уже так прижарились хорошенько. Они уже вот такие вот мягенькие. Переворачиваем на другую сторону. За вот эту вот кожуру не переживайте. Все будет сниматься перед тем, как будем нарезать салат. И так каждый баклажанчик. Все перевернули. И с другой стороны точно так же 15 минут до мягкости. Так, прошло 15 минут. Посмотрите, какие уже мягенькие. С другой стороны они точно так же уже прожарились. Все, отлично, мягенькие. Значит, достаем. Можно, миска у меня после шашлыка. Так что будет с запахом мяска. Кстати, чем лучше они у вас прожарятся, тем легче вам будет отделять вот эту вот кожуру от мякоти. И сразу, чтобы не упустить весь жар, выкладываем помидоры. Вот так вот. Все, и точно так же до мягкости прожариваем с одной и со второй стороны. Прошло по 10 минут с каждой стороны. Мы помидоры поджарили. Конечно же, они готовятся от размера в зависимости. Смотрите, когда уже такая его кожица прям слазит, он готов. И достаем. Так, все овощи уже готовы, они уже тепленькие. И нам нужно вот каждый помидорчик и каждый баклажан очистить от вот этой вот кожуры. Вот, нам нужна только мякоть. Такая в виде помидорчик и баклажан. Баклажанчик сейчас. И вот так вот ручками, ни ножа, ничего не нужно, просто вот так вот тянем. Все очень хорошо отходит. Это все делается очень быстренько. То есть нам нужно оставить только мякоть. Если кожура сильно прижарилась или пригорела, ничего страшного, все легко отделяется и на мякоть это никак не влияет. Вот до вот такого вот состояния очищаем, чтобы были полностью все без кожуры. Итак, чистим
все овощи. Если вы хорошо их пропекли, то они будут очень хорошо чиститься. Не будет проблем отделить кожуру от мякоти. Ну, еще важный момент. Сначала нарезаем, очищаем все баклажаны, нарезаем кусочками, складываем в емкость, а потом уже помидоры. Я вам показала, как их очищать, но смотрите, сок стекает, а вот весь сок должен быть уже в салате. Нарезаем теперь баклажаны. Все нарезаем такими вот кубиками. И выкладываем в блюдо, в котором будете перемешивать и готовить салат. И помидорчики точно так же нарезаем. Удаляем только вот этот вот хвостик. Насколько это возможно, нарезаем кубики и отправляем также в салатницу. И вот этот сок желательно также выливаем весь в миску. Так, все, помидоры и баклажаны нарезали. Дальше нам понадобится зелень. В основном в этот салат идет кинза. Вот именно с кинзой приобретает такой, знаете, неповторимый вкус. Он подчеркивает эти овощи с дымком. Но если вы не любите кинзу, либо у вас нет, можете заменить ее петрушкой. Нарезаем мелко кинзу. И добавляем кинзу. И дальше перемешиваем хорошенько салат. Он пока постоит с кинзой, наполнится вкусом, мы сделаем соус. Как я уже говорила, помидоров должно быть намного больше, где-то в 1,5 раза, чем баклажанов. Тогда будет вкусный такой вот насыщенный вкус. Пока отставляем в сторону салат и займемся соусом. Нам понадобится растительное рафинированное масло, у меня подсолнечное. И сюда в масло выдавливаем пару зубчиков чеснока. У меня такие крупные, можете больше, можете чуть меньше, насколько вы любите, когда чеснок вот ярко выраженный или не сильно. Желательно его выдавить через чеснокодавку, но так как я чеснокодавку забыла, тогда можно нарезать мелко-мелко. И мелко-мелко рубленый чеснок добавляем в масло. Еще добавим копченой паприки. В принципе, ее можете не добавлять, потому что все овощи у нас такие с дымком, но копченая паприка подчеркнет этот вот копченый вкус. Добавляем буквально чайную ложку в чесночное масло и перемешиваем. Должно вот такое вот получиться. У меня уже комары едят. Не вложивший какой-то. Вот такое вот должно получиться, такое чесночное красивое масло. Вообще такое масло можно заранее заготовить дома. Вот так оно выглядит. Через чеснокодавку выдавливаем. Копченая паприка. И пока мы готовим шашлычок, там купаемся, плаваем, это чесночное масло, оно настаивается и становится намного ароматней. Я одну дома приготовила, а вторую вот на природе для вас, чтобы вы понимали, как оно должно выглядеть. И последнее, это можете добавить соль либо в это же масло чесночное, либо посолить просто салат. Вливаем в салат. Вот так вот перемешиваем, чтобы чесночок весь вот так вот поднялся. Хорошенько все добавляем и перемешиваем. Вы не представляете, как он пахнет. Это просто невероятный аромат. Так, стараемся все быстро сделать, потому что, смотрите, у нас уже сейчас сядет солнце, мы уже вечер, мы немножечко не успели. Так старались для вас этот салатик снять. Так, ну что, салат готов. Посмотрите, какой просто невероятной красоты получился. Помидорчики, баклажаны, кинза, аромат с чесночком просто невероятный. Давайте пробовать. Я уже на озере тут, поэтому тут больше всего освещения, уже вечер. Самое вкусное — это намазывать такой салатик на хлебушек. Намазываем на хлебушек. Желательно на поджаренную гренку. Вот так вот.
И закусываем под шашлычок. Это просто невероятная закуска. Давайте пробовать. А что ты такое пробуешь? Без меня. И снимаешь без меня. Значит, я тут бегаю, купаюсь, а ты кушаешь, да? Это что вообще такое? Ладно, даю тебе жевать, даю тебе жевать. Это очень вкусно. Ну, это теплый салат. Ну, давай попробуем. Баклажаны я отношусь к ним плохо, но уже это говорил, когда были кабачковые наггетсы. Ешь уже. Это очень вкусно, я не знаю, это что? Ну, правда, нравится тебе? Мгм. Ну, раньше отказывался Мгм. пробовать. Это очень вкусно. Я его готовлю уже не впервые. Мне очень он понравился. Под шашлычки, ну, это идеальная закуска. Баклажаны, помидорчики, все это в таком вот прикопченном таком пряном таком аромате с чесночком. Салатик получается действительно вкусным. Пропеченные нежные баклажаны. Ну, помидорчики вообще не кисленькие. Они такие, знаете, аж сладкие. Конечно, возможно, это от сорта помидоров зависит, но в салате, ну, идеально они сочетаются. Соус чесночный все дополняет, все подчеркивает. Кинзу обязательно попробуйте с кинзой, особенно если вы ее любите. Искренне советуем. Обязательно попробуйте приготовить, уверена, вам понравится. И он станет вашим любимым салатом, как и наш. А если приготовите, жду ваши фотоотзывы в мой телеграм-канал. Всем огромное спасибо, что досмотрели нас до конца. Ставьте лайки. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока. Пока!